Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Индия. Метание новорожденных. Все родители хотят, чтобы их дети были здоровы, но в Индии к этому относятся достаточно странно. Чтобы ребенок был удачлив, здоров и богат, его просто берут и сбрасывают с 15-метровой башни на землю. На удачу. Не все так жестко, как кажется, внизу ребенка ждут несколько мужчин с растянутой простыней. Многие родители предпочитают сбрасывать своих детей самостоятельно. Да пребудет с ними меткость. Бразилия. Муравьиное посвящение. А самый жестокий обряд инициации ждет достигших совершеннолетия юношей племени Сатери Мави, затерянного в джунглях Бразилии. Чтобы перейти в статус взрослых мужчин, они вынуждены станцевать традиционный танец, надев на руки особые перчатки. Внутри украшенных перьями рукавиц копошатся муравьи-парапонеры, укусы которых в 30 раз больнее пчелиных и сравнимы по ощущениям с пулевыми ранениями. Мало того, насекомых еще и раздразнивают, окуривают травами, чтобы те заснули, а проснувшись, стали максимально агрессивными. Мальчики танцуют в перчатках около 10 минут, а потом несколько дней залечивают раны. Ритуал пытка повторяется до 20 раз в течение следующих месяцев. Индонезия. Спиливание зубов. И еще одна славная индонезийская традиция. Каждый подросток на Бали на собственное совершеннолетие должен пройти через своеобразную стоматологическую инициацию. Вся родня собирается в храме, виновник торжества ложится на почетное место, священнослужитель берет в руки напильник и спиливает пациенту острые зубы. У местных жителей они ассоциируются с похотью, жадностью, гневом и прочими грехами, так что обладатель клыков вряд ли сможет попасть после смерти на небеса. Зубную пыль закапывают в храме, а именинник сверкает обновленной улыбкой, довольный, что все позади. Вануату. Прыжки с лозы тарзанки. На протяжении 15 веков жители архипелага Вануату в Меланезии каждый апрель сооружают 100-метровые деревянные башни. С их высоты не любуются окрестностями, а сигают вниз, прицепив к ноге веревку из виноградной лозы. Участники сего действа взрослые и мальчишки от 5 лет, и чем выше они взбираются и чем ближе к земле долетают, тем большую порцию благословения получают от местных божеств. Прыжки улучшают здоровье и приносят удачу при сборе ямса, если, конечно, смельчаки не калечатся. Статистика форс-мажоров неутешительна. Испания. Прыжки через младенцев. Как защитить новорожденного от злых духов и вообще застраховать от бед в будущем? Разумеется, перепрыгнуть через него, причем переодевшись в костюм дьявола. Именно так считают в Испании, где с 17 столетия вершат ритуал Эль-Калача. Жители городка Кастилья-де-Мурсия укладывают своих малышей на мягкие перины в центре главной площади, а члены братства Святейшего Таинства Минервы в желто-красных костюмах, масках и с плетками сперва гуляют по улицам, пугая прохожих, а затем с разбегу перепрыгивают через крошек, унося вдаль все грозящие им несчастья. Япония. Праздник плодородия. 15 марта в Японии праздник плодородия Ханэн-Мацури, с особым размахом отмечаемый в Камаке. Местные устраивают грандиозное шествие, неся через весь город гигантский кипарисовый фаллос. Половой орган длиной 2,5 метра и весом 250 килограмм символизирует храброго воина Такеи Надане, супруга Тамахимы но Микото собственно, богини плодородия. Одним лишь исполином дело не ограничивается, повсюду конфеты, пельмени и сувениры в форме понятно чего. Богатый урожай и рекордная рождаемость на весь год обеспечены. Индонезия. Антисанитарный медовый месяц. Точнее, не месяц, а 3 дня после свадьбы. Именно столько новобрачным племени Тиданг в Индонезии нельзя покидать свое жилище, а главное – пользоваться ванной и туалетом. Неясно, где тут связь, но соблюдение гигиены в это время чревато скорым разводом, изменами, болезнями, смертью детей и другими несчастьями. Чтобы молодожены не смели ослушаться, за ними приглядывают родичи, заодно приносящие узникам любви по минимуму воды и еды. Кения. Плевок от злых духов. Трижды поплевать через левое плечо и на всякий случай постучать по дереву, кто из нас хоть раз не прибегал к этому древнему суеверию. А вот мужественные воины Масаи в Кении по бабабам не стучат, зато плюются налево и направо. Они верят, что слюна защищает от злых духов, а потому плюют на ладони перед рукопожатием, на подарки перед вручением, на все 4 стороны перед входом в новый дом, на все увиденное впервые, на головы невестам. Плюют даже на новорожденных детей, причем не только на своих, порой едут в другое село, чтобы благословить младенца. Испания. Томатный бой. В последнюю августовскую среду городок Буньоль в Испании превращается в поле битвы. В поле кровавой битвы, судя по алому месиву на тротуарах и стенах. К счастью, кровопролития нет и в помине, просто в разгаре средневековая лата-матина зрелищные и азартные проводы лета.
Утром на главную площадь въезжает грузовик со спелыми томатами и метой, и предстоит обстреливать окружающих. Плоды предварительно надламывают, чтобы не ранить никого ненароком, а после пускаются во все тяжкие. Об окончании битвы возвещает залп из водяных пушек сок с улицы, людей старательно смывают, но все вокруг продолжают петь, пить и радоваться жизни. Китай. Предсвадебный плач. В Китае к девицам на выданье более благосклонны, никаких издевательств и нелепых шуточек. Тем не менее, именно невесты народа Тутси плачут перед свадьбой месяц напролет. Причем не одни, а в компании матерей, подруг и родственниц слезы, как ни парадоксально, выражают их радость перед грядущим событием. Девушки кручинятся ежедневно по несколько часов кряду, а для пущего эффекта распевают специальные песни, разучиваемые с детства. А все потому, что чем больше слез прольется до брака, тем меньше в совместной жизни с супругом. Дания. Посыпание специями. Если девушка или юноша в Дании все еще одиноки к своему 25-летию, их друзья тоже неистовствуют. Сажают бедолаг посреди улицы или, и того хуже, привязывают к фонарному столбу и щедро обсыпают корицей от макушки до пят, иногда добавляют сырые яйца, чтоб держалось покрепче. Если именинник справится с моральной травмой и доживет до 30-летия, но по-прежнему не обзаведется партнером, его посыплют еще и перцем. Эта странная традиция уходит корнями в XVI век, когда датские торговцы специями колесили по всему континенту, жертвуя личной жизнью ради работы. Запахи корицы и перца очень стойкие и не выветриваются по несколько дней, так что окружающие получают сигнал: объект свободен и не прочь познакомиться. Шотландия. Чернение невест. Похожий обычай есть и в Шотландии, правда, цели у него совершенно иные. Невесте не стоит спешить с прихорашиванием, ибо друзья все равно испортят картину, обмажут тухлыми яйцами, вонючими соусами, липкой грязью, в общем, самым отвратительным, что смогут раздобыть. Да еще и привяжут к столбу в центре города или проведут по улицам на потеху прохожим. Удивительнее всего, что намерение у них благородный: жених должен доказать свою любовь и верность, восхищенно приняв будущую супругу даже в столь неприглядном виде. Кто-то все еще боится предстать перед любимым без макияжа. Франция. Шляпы для незамужних. 25 ноября во Франции отмечают День Святой Катерины, покровительницы незамужних девушек. В средние века дамы, достигшие 25-летия и, о ужас, не вступившие в брак, наряжались в желтые и зеленые шляпки. Эти цвета символизируют надежду, и подносили к статуям заступницы ленты, цветы и другие дары. А тем же вечером устраивали танцы, дабы не откладывать поиски суженого. Сегодня на празднике веселятся холостячки всех возрастов, соревнуясь, чья шляпка круче. На головах вырастают цветочные клумбы, корабли, дирижабли-скачки в США и Британии отдыхают, лотосовые ножки в Китае. По древней китайской традиции у невесты должна быть крошечная ступня. Девушек со стандартным размером ноги часто высмеивают и не берут в жены. Для этого с 4-5 лет ноги девочек туго бинтуют, чтобы ступни попросту не росли, и следующие 10 лет будущие жены терпят невыносимые боли во имя красоты. Процедура деформирует стопу, и к 18 годам она вырастает не длиннее 10 сантиметров. В китайских провинциях есть целая обувная индустрия по такому случаю. Традиция почти изжила себя, к счастью, но в отдаленных консервативных поселениях ритуал до сих пор проводится. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.